друзья! Сегодня мы услышим выступление Саймона Уэббера. Саймон Уэббер, Теософского общества Новой Зеландии, работает в обществе 30 лет на различных должностях на местном и национальном уровнях. В настоящее время является членом управляющего совета новозеландской секции. Имеет докторскую степень в области экспериментальной психологии и работает социологом. Его интересы включают мистицизм, йогу и основные теософские принципы. Тема выступления сегодня – Теософия – основа для пробуждения. Dear friends, today we will hear a talk by Sаймон Уэббер. Simon, TS in New Zealand, has worked for the Theosophical Society for 30 years in various roles at local and national levels. He is currently serving as a governance board member for the New Zealand section. He holds a PhD in experimental psychology and works as a social scientist. His interests include mysticism, yoga, and core theosophical tenets. And the topic of the talk is Theosophy, a framework for awakening. You're welcome to start. Thank you, Sviatoslav. Lovely to see everyone. I bring greetings from the New Zealand section and also greetings from the Wellington Lodge of the Theosophical Society. It's lovely to be talking to you all, and thanks for the invitation. Очень приятно видеть вас всех. Большое спасибо за приглашение. И я передаю вам привет от Теософского общества Новой Зеландии и от ложи Wellington. Throughout the ages, human beings have questioned, thought, and wondered about their existence. На протяжении веков люди задавали вопросы, думали и размышляли о своем существовании. Who are we? Why are we here? What does it all mean? Кто мы, почему мы здесь и что все это означает? With the formation of our beloved Theosophical Society and henceforth the public introduction of Theosophy under one umbrella, с образованием нашего любимого Теософского общества и с тех пор, то есть когда состоялось публичное представление Теософии под единым объединяющим началом, for the first time in the world in 1875, это произошло впервые в мире в 1875 году, we are provided with a framework to help answer some of those questions. Нам дана некая структура, которая помогает ответить на некоторые из этих вопросов. As members of the society, our president founder Colonel Olcott said, we are all students. Наш президент-основатель, полковник Олькот, сказал, что как члены Теософского общества мы все являемся учениками, inquiring into the nature of reality. исследуя природу реальности. As such, if we are earnest in this inquiry, we come against some key tenets of the Angelus wisdom. И, будучи серьезными учениками, если мы действительно искренне задаем себе эти вопросы, то мы можем найти некие ключевые основополагающие принципы вечной мудрости. For example, there is one absolute immutable principle that exists and which is beyond all thought and speculation. Например, что существует один абсолютный непреложный принцип, который превосходит все мысли и рассуждения. Cycles, the ebb and flow of nature. Также, что существуют циклы, то есть приливы и отливы во всем в природе. Our identification with the one life and that we alone are responsible for whatever situation we find ourselves in life. Наше единство или тождественность с единой жизнью и то, что мы одни несем ответственность за любую ситуацию, в которой мы можем оказаться в жизни. We will recognize these tenets as being from the proem of the Secret Doctrine, written by our co-founder H.P. Blavatsky. Конечно, вы узнаете эти принципы, они взяты из пролога к тайне доктрины, написанные сооснователем, соучредителем общества Еленой Петровной Блаватской. In thinking about these fundamental propositions, we are faced with some serious concerns
which may shake our current personality to the core. Размышляя над этими фундаментальными положениями, мы сталкиваемся с некоторыми серьезными вызовами или опасениями, которые могут потрясти нашу нынешнюю личность до основания. However, if we can maintain our inner composure in the face of these concerns, then we are in for a journey of a lifetime. Однако, если мы сможем сохранять внутреннее самообладание перед лицом этих опасений, то нас ожидает путешествие всей жизни. As H.P. Blavatsky has said, the door opens inward and closes behind the neophyte forevermore. Как сказала Елена Петровна Блаватская об этом, дверь открывается внутрь и закрывается за неофитом навсегда. The society's three objects are clear and unambiguous in their meaning. Три цели Теософского общества ясны и недвусмысленны по своему значению. In essence, we are tasked with making the nucleus of a new society a society of divine wisdom, one which isn't based on distinctions of culture, gender, or ethnicity, but which is based on the realization by its members of the unity of all life. По сути, нам поставлена задача стать ядром нового общества, общества божественной мудрости, того, которое не будет основано на различиях культуры, пола или национальной принадлежности, но будет основано на осознании, на реализации его членами единства всей жизни. To help us achieve this vision, we have the second and third objects, where we are encouraged to study and investigate religious, philosophical, and scientific teachings, nature, and ourselves. Чтобы помочь нам достичь этой цели, этого видения, этой перспективы, у нас есть вторая и третья цель, которые нам предлагают изучать и исследовать религиозные, философские и научные учения, природу и самих себя. Annie Besant in 1908 stated that if society in general lived according to the ideals of Theosophy, Анни Безант в 1908 году заявила, что если бы общество в целом жило в соответствии с идеалами теософии, then there would be no need for the existence and work of the Theosophical Society. тогда не было бы необходимости в существовании и в работе Теософского общества. However, until this occurs, the Theosophical Society and its work are necessary. Однако пока это не произойдет, Теософское общество и его работа необходимы. What then constitutes this work of creating the nucleus of a new society of divine wisdom? Но тогда что же составляет эту работу по созданию ядра нового общества, общества божественной мудрости? In answering this question, we need to take into account that this work has a philosophical component. Отвечая на этот вопрос, необходимо учитывать, что в этой работе есть философский компонент. In essence, the Theosophical Society is about ethics. Суть Теософского общества, в общем-то, в этике. For example, altruism is the cornerstone of this work. И, например, альтруизм является краеугольным камнем этой работы. A Japanese proverb states, "The man who rows his brother across the shore himself also arrives." Как гласит японская пословица, человек, который в лодке переправляет своего брата на другой берег, тоже сам туда прибывает. In contrast, the Mahatmas warned about the dangers of the society becoming a school of magic, with the emphasis on the lower cities or powers. В то же время Махатмы предупреждали об опасности превращения общества в школу магии с упором на низшие ситхи или низшие силы. The society's work in serving others constitutes an emphasis on the higher cities. А работа общества в служении другим делает упор на высшие ситхи. In essence, the ability to forget oneself for the good of the whole.
То есть, по сути, речь идет о способности забыть себя ради блага общего целого. As it is said in the Brihadaranyaka Upanishad, Как сказано в Брихадараньяка Упанишада, not for the love of the wife or husband is the wife or husband dear, but for the love of the self, verily is the wife or husband dear. жена или муж дороги не из любви к жене или мужу, а из любви к «я». Поистине дорога жена или муж. An emphasis on ethics results in more benevolent action. Упор на этику приводит к совершению более доброжелательных действий. Being able to think more of others than oneself and act accordingly signifies a change in consciousness where there is a deeper realization of the unity of all life. Способность больше думать о других, чем о себе, и действовать соответственно, означает изменение сознания, при котором открывается более глубокое осознание единства всей жизни. We should keep in mind, however, that there are stages or degrees of realization and consciousness of this unity. Однако нам следует иметь в виду, что существуют различные стадии или степени реализации в сознании этого единства. For example, in major religious traditions, e.g. Christianity, Например, в основных религиозных традициях, к примеру, в христианстве, we have descriptions of this. у нас есть описание этого. For example, the birth, the baptism, transfiguration, crucifixion, and ascension. Например, рождение, крещение, преображение, распятие и вознесение. These stages represent deepening levels in consciousness of the human being realizing its unity with the cosmos. Эти стадии представляют собой последовательные углубляющиеся состояние сознания человека, осознающего свое единство с космосом. Ultimately, at the level of crucifixion, the individuality is dissolved. В конце концов, на уровне распятия индивидуальность растворяется, причем происходит растворение чувства обособленности. Where there is a dissolution of the sense of a separate self, which H.P. Blavatsky called the Great Heresy. И это растворение чувства обособленности Елена Петровна Блаватская называет «великая ересь». Taking into account this philosophical component of the society's work, принимая во внимание эту философскую составляющую работы общества and concomitant changes in consciousness in creating the nucleus of a new society of divine wisdom, и сопутствующие изменения в сознании при создании ядра нового общества божественной мудрости, we provide with the teachings of Theosophy a framework on how one can live an integrated life. мы представляем с помощью учения Теософии такую структуру или основу того, как можно жить целостной жизнью. With a sense of peace and happiness, whereby we can see the self in all, realizing we are all sparks of the one flame and behave accordingly. Как мы можем жить с чувством мира и счастья, благодаря которому мы можем видеть единое «Я» во всем, понимая, что все мы искры единого пламени и ведя себя соответственно. What then are the key components of a theosophical framework? Каковы же тогда ключевые компоненты этой теософской структуры знаний? As mentioned in the introduction to this talk, the three fundamental propositions of the secret doctrine encapsulate the core tenets of this framework. Как уже упоминалось в введении в эту беседу, три основных положения тайной доктрины заключают в себе основные принципы этой структуры. In the Hindu tradition, specifically mentioned in the second chapter of the Bhagavad Gita, в индуистской традиции, конкретно то, что упоминается во второй главе Бхагавад-гиты,
the soul is given a framework or a coherent scheme of the spiritual life to supplement the first flashes of inner awakening. Душе дается структура или такая связанная схема духовной жизни, которая дополняет, которая помогает сознанию при первых вспышках внутреннего пробуждения. Also, in the Masonic tradition, C.W. Leadbeater in his book The Hidden Life in Freemasonry Также в масонской традиции у Лидбитер в своей книге «Скрытая жизнь в масонстве» says the neophyte is first given an understanding of the after-death state as part of gaining a wider understanding of existence. Он в этой книге говорит, что неофиту сначала дается понимание состояния после смерти, как часть обретения более широкого видения, понимания бытия. In terms of the theme of this talk around awakening, Что касается темы этого разговора, связанной с пробуждением, another component or tenet of a theosophical framework comes from the Buddhist tradition. еще один компонент или принцип теософской структуры знаний исходит из буддийской традиции, Namely, that humans are ignorant of their own nature. а именно то, что люди не ведают своей собственной природы. In essence, we are asleep and need to wake up. То есть, по сути, мы спим, и нам нужно пробудиться. Jeffrey Hodson alluded to the practice of waking up as a movement from unconscious to conscious perfection. И Джеффри Ходсон отзывался об этой практике пробуждения как о движении от бессознательного к сознательному совершенству. If we are indeed divine beings and that we are ignorant of this fact, then Theosophy provides us with an approach to realizing this. Если мы в действительности являемся божественными существами и не осознаем этого факта, то Теософия предоставляет нам подход к тому, как это можно осознать. In awaking, we need to be cognizant of what will indeed help us to awake and what keeps us asleep. И при этом процессе пробуждения нам необходимо осознавать, что действительно поможет нам проснуться, а что удерживает нас в состоянии сна. The Lord Buddha gave us a helpful tip when he said, to untie a knot, all you need to know is how the knot was tied. Господь Будда дал нам полезный совет, когда сказал, чтобы развязать узел, все, что вам нужно знать, это то, как он был завязан. In taking this analogy further, we can ask what in the human condition constitutes this knot? И продолжая эту аналогию, мы можем спросить себя, что же такое в человеческом бытии, в человеческом состоянии представляет этот узел? The answer is the human mind. Ответ на этот вопрос, что это человеческий ум. As genuine sages have said throughout time, that it is the mind which prevents us from perceiving reality. И как все подлинные мудрецы говорили во все времена, именно наш ум мешает нам воспринимать реальность. As our own H.P. Blavatsky put it, the mind is the great slayer of the real. Let the disciple slay the slayer. И как говорила наша Елена Петровна Блаватская, ум есть великий убийца реального, ученик должен одолеть убийцу. The thinking process is what, at a deep psychological level, perpetuates the existence of the ego. Процесс мышления — это то, что на глубоком психологическом уровне вечно продолжает, делает бесконечным существование эго. The separate sense of self differentiated from the rest of the cosmos. То есть отдельного чувства «я», отличного от остального космоса. Spiritual practice constitutes the dissolution of this self. И духовная практика представляет собой растворение этого «я». In slaying the slayer, we need to be cognizant of another key tenet or component of the theosophical framework about how this occurs as part of our spiritual practice. И убивая этого убийцу, мы должны осознавать другой ключевой принцип или компонент теософской структуры знаний,
о том, как это происходит. Это часть нашей духовной практики. This tenet is that spiritual practice is a process of negation. Nite, not this, not this. И этот принцип заключается в том, что эта духовная практика — это процесс отрицания. Нети, не то, не это, не это. The premise is that we are already divine, but we don't realize it. То есть предпосылка состоит в том, что мы уже божественны, но мы этого не осознаем. Thus, our practice is to see how the mind functions, thereby seeing how we continue to identify as a separate self. Таким образом, наша практика заключается в том, чтобы увидеть то, как функционирует ум, и тем самым увидеть, как мы продолжаем осознавать себя отдельным «я». As the old maxim goes, when we mistake a piece of rope for a snake, but then finally see it as just a piece of rope, all fear and illusion subsides and disappears. Как гласит старая максима, когда мы принимаем кусок веревки за змею, но потом видим, что это просто кусок веревки, весь страх и иллюзии утихают и исчезают. Spiritual practice is not about any sense of psychological becoming, as the sage J. Krishnamurti spoke about. Духовная практика не связана с неким психологическим становлением, как говорил Джиду Кришнамурти, where we work to attain some degree of enlightenment. То есть, когда мы работаем, чтобы достичь некой степени просветления. If we act in this way, it will only perpetuate the sense of a separate self. Если мы действуем таким образом, это только будет бесконечно продлевать чувство обособленного «я». This is because the mind functions in time, moving between the past and the future. Это так, потому что наш ум функционирует во времени, перемещаясь между прошлым и будущим. And any outcome sought involves time, something I, as an ego, will achieve in the future. И любой желаемый результат включает в себя время, то есть то, чего я как эго достигну в будущем. Rather, spiritual practice is the work to see, right now on a daily basis, how we continue to think of ourselves as a separate entity and therefore do not behave to perpetuate self-interest. Но скорее духовная практика — это работа в стремлении увидеть себя прямо сейчас и видеть себя каждый день на ежедневной основе, осознавая то, как мы продолжаем думать о себе, о своем «я», как об отдельной сущности, и исходя из этого не вести себя так, чтобы постоянно продолжать личные интересы. Dr. Ravi Ravindra alluded to this when he said, not freedom for oneself, but freedom from oneself. И доктор Рави Равинда указал на это, когда сказал: не свобода для себя, а свобода от себя. A theosophical classic, Light on the Path, encourages us to live in the eternal. Классическое теософское произведение «Свет на пути» побуждает нас жить в вечном. If we are to free ourselves from perpetuating self-interest through reward, desire, and longing. Если мы хотим освободить себя от вечно продолжающихся, воспроизводящих себя личных интересов через вознаграждение, желание и стремление. St. Paul also referred to this when he said, I die daily. Апостол Павел также упоминал об этом, когда сказал: «Я умираю каждый день». When we see the false for the false, i.e., that we are not a separate self, then we are on the path to the full realization of this truth. Когда мы воспринимаем ложное как ложное, то есть то, что мы не являемся отдельным «я», тогда мы находимся на пути к полному осознанию этой истины. Therefore, the work of Theosophists is to wake up, which Theosophy, as a spiritual framework, provides us with the keys to do. Следовательно, работа теософов состоит в том, чтобы проснуться или пробудиться, для чего теософия, как
духовная основа, структура знаний дает нам ключи. Not until we have a deeper insight and realization that we are indeed part of the one life and not a separate self, will we be able to go beyond distinctions of culture, gender, and ethnicity. И только когда мы получим более глубокое понимание и осознание того, что мы действительно являемся частью единой жизни, а не отдельными «я», только тогда мы сможем выйти за рамки различий по культуре, полу, национальной принадлежности и так далее. The work of the Theosophical Society has become very successful in the past 145 years, as Theosophy as a framework is widely known. Работа Теософского общества за последние 145 лет была очень успешной, поскольку теософия, как вот эта структура идей, очень широко известна. The next step, which has always been prevalent throughout the Society's history, is application, as we say in the Society, living the life. И следующий шаг, который всегда преобладал по своей значимости на протяжении всей истории общества, это применение на практике. То есть, как мы в обществе говорим, проживать жизнь. Therefore, our work as members of the Theosophical Society is to emphasize these core tenets of the Theosophical framework in the context of our own spiritual transformation. Следовательно, наша работа как членов Теософского общества состоит в том, чтобы подчеркивать эти основные принципы теософских знаний в контексте нашей собственной духовной трансформации. If we are to successfully create a society of divine wisdom. Если мы должны успешно создать общество божественной мудрости. Theory without practice is not very useful. Теория без практики не очень полезна. Still, we should remember, as one Mahatma has said, time and inclination achieve everything. Тем не менее, мы должны помнить, как сказал один Махатма, время и склонность или стремление достигают всего. The Theosophical Society is still young if we can think about it as the Mahatmas think about things in hundreds or thousands of years. Теософское общество по-прежнему очень молодо, если мы сможем думать о нем так, как думают Махатмы, то есть в масштабе сотен и тысяч лет. If we are to become the cornerstone of the future religions of humanity, then we need to be patient and yet at the same time be optimistic too. Если мы должны стать краеугольным камнем будущих религий человечества, то нам необходимо быть терпеливыми, но в то же время оптимистичными. Our work is very important, even though it may not be perceived to be that glamorous, as we are working on changing consciousness, which is subtle and which takes time. Наша работа очень важна, даже если она может не восприниматься как такая очень яркая или привлекательная, или очень впечатляющая, поскольку мы работаем над изменением сознания. А эта работа тонкая, неуловимая и требует времени. However, if we do what needs to be done on a daily basis within our lodges, the public face of the Theosophical Society, Однако, если мы делаем то, что необходимо делать ежедневно в наших ложах, которые являются таким публичным лицом Теософского общества, where we present the Theosophical framework in conjunction with our own spiritual endeavors, then our society will continue to grow from strength to strength. где мы в наших ложах представляем теософскую систему знаний в сочетании с нашими собственными духовными усилиями, тогда наше общество будет продолжать и продолжать набирать силу. It is a great karmic fortune to be members of the Theosophical Society. Быть членами Теософского общества – это большая кармическая удача. We are given an opportunity to serve the world and in doing so transform ourselves. Нам дается возможность служить миру, и тем самым преображать себя.
For to be of real service requires us to love for the self and not for the form. Потому что, чтобы быть на самом деле полезными, от нас требуется любовь к «я», а не к форме. H.P. Blavatsky has said we must be an impersonal force for good. Как сказала Елена Петровна Блаватская, мы должны быть безличной силой добра. In having the opportunity to work for the society, we are fulfilling a cosmic purpose for what could be called our dharma. И имея возможность работать для общества, мы выполняем космическую цель, или то, что можно назвать нашей дхармой. Dr. Ravi Ravindra, who is proficient in Sanskrit, defines dharma as the responsibility for the maintenance of order. Доктор Рави Равиндра, очень хорошо знающий санскрит, определяет дхарму как ответственность за поддержание порядка. This is a reciprocal relationship that exists between ourselves and the divine. Между нами и божественным существуют взаимоотношения. The one sacrifices itself that we may exist, providing for our existence. Единое жертвует собой для того, чтобы мы могли существовать и тем самым обеспечивает наше существование. For example, at the World Congress in Sydney 2000, one of our brothers from the Indian section said in a short lecture, "A free being limited itself that we may exist." Например, на Всемирном конгрессе в Сиднее в 2000 году один из наших братьев из индийской секции сказал в своей короткой лекции: «Свободное существо ограничило себя, чтобы мы могли существовать». So, as the one sacrifices itself, we in turn are required to sacrifice self-interest at our own level to sustain the gods. Итак, как единое жертвует собой, от нас, в свою очередь, требуется на нашем уровне жертвовать своими личными интересами, чтобы поддерживать, подпитывать богов. Thus, the whole universe is said to be created as a yajna, a sacrifice. Таким образом, говорится, что вся Вселенная создана как яджна или жертва. When we ignore this reciprocal relationship based on self-interest, it upsets the balance of order within the universe. Когда мы игнорируем эти взаимные отношения и основываясь на личных интересах, это нарушает равновесие порядка во Вселенной. We are called on our spiritual quest to maintain order by listening to our conscience, thereby acting in accordance with the divine will. И мы призваны в наших духовных поисках поддерживать порядок, прислушиваясь к своей совести, тем самым действуя в соответствии с божественной волей. In essence, putting aside self-interest and acting for the whole, for the one. То есть, по сути, отставив в сторону личный интерес, действуя для целого, для единого. It is said, without God it cannot happen, without man it will not happen. Как сказано, без Бога этого не может произойти, а с человеком этого не произойдет. If we as members do not engage in the society's work, then who else will? Если мы как члены не будем участвовать в работе общества, тогда кто же будет? The society's focus is on changing consciousness, which is not the usual remit of other service-orientated organizations. В центре внимания общества находится изменение сознания. Это не является обыкновенной областью деятельности любых других организаций, связанных с оказанием разных услуг. The Theosophical Society is the open and public doorway created directly by agents of the gods, those higher powers who help guide the evolution of all life on the planet, including humanity. Теософское общество — это открытая и всем доступная дверь, созданная непосредственно агентами богов,
теми высшими силами, которые помогают направлять эволюцию всей жизни на этой планете, включая человечество. As such, members have a responsibility to keep that door open, with a bright light shining above the doorway to attract those in search of it. Таким образом, члены общества имеют ответственность держать эту дверь всегда открытой, причем яркий свет сияет над дверным проемом, чтобы привлечь тех, кто ищет эту дверь. That light is a theosophical framework accompanied with our inner awakening. И этот свет — это теософская основа или структура, система знаний, сопровождаемая нашим внутренним пробуждением. Resulting from the application of that framework and the work we undertake as members of the Theosophical Society. Пробуждением, которое происходит в результате применения нами этой системы, этой структуры знаний в нашей жизни и в результате той работы, которую мы осуществляем как члены Теософского общества. Thank you. That's my talk. Спасибо. Вот то, что я хотел бы сказать. Thank you very much. Спасибо большое. Совершенно прекрасная лекция. Все, как я люблю. Святослав, не знаю, стоит ли это переводить. Это то, о чем мы говорим обычно. Это то, что является предметом наших размышлений. И у меня потом вопрос. Elena says, thank you for the beautiful lecture. Everything is just the way I love it. And this is what we are usually speaking about. This is what we are usually thinking about. And also I have a question. Вопрос? И вопрос о том, как же все-таки работать так, чтобы изменение состояния сознания было очевидно для людей, которые рядом с тобой, для того, чтобы им захотелось этих изменений также. The question is this, how can we work in such a way that our changing of consciousness is apparent to people who are around us, so they, looking at us, also want to have those changes, following our example? How can we work to do it? I don't know if we can do anything consciously for others to see and make them change their behavior. Я не знаю, можем ли мы сознательно сделать что-то такое, чтобы другие увидели и поэтому изменили свое поведение. I think by living the life, applying the teachings, doing what we do at our level, then this will show regardless in an unconscious way, and people will see something about us and that attracts them. Я думаю, что если просто мы будем применять в нашей жизни знания, которые мы получаем, теософские знания, и делать то, что мы делаем на нашем уровне, то люди, которые вокруг нас, не смогут этого не заметить, и поэтому тоже к этому потянутся и устремятся. For example, when Sri Ram, fifth international president, he was going to a train station, and one of the people at the station, the workers to help him take his bag in, sensed something from him and said, "Is this man a sage?" So he took his bag from him and he perceived something, yes? Yes, so when he was going to the train, he sensed something about Sri Ram because he had that energy. Yes. So Sri Ram didn't do anything, but he sensed it. Например, когда Шри Рам, пятый международный президент, ехал на станцию, один из людей, которые были там, взял у него сумку, чтобы ему помочь, и он просто уловил что-то, исходящее от него, и спросил, этот человек святой, хотя Шри Рам ничего не делал. And also, some people will never see where we're at, because everyone is at different levels of understanding and awareness. So
it may never happen, but those people who do perceive something about you, well, you'll be able to help. То есть не все люди смогут, конечно, воспринять наши изменения в сознании, потому что, во-первых, все люди находятся на разных уровнях сознания, и кто-то может быть нечувствителен к тем или иным состояниям, но те люди, которые чувствительны и которые смогут уловить что-то такое ценное от нас, это те люди, которым мы сможем помочь. Спасибо. Дмитрий, прошу, ваш вопрос. Дмитрий, микрофон включите, пожалуйста. Меня слышно? Спасибо. Да, слышно. Simon, thank you very much for a very inspiring lecture. And I've got a question. You said that to be a member of a Theosophical society, it's a great karmic fortune, right? And still we know that with years, the number of members starting from the last century is decreasing. Do you think it's a challenge? And what's the reason for that from your point of view? Thank you. Я переведу. Большое спасибо за очень вдохновляющий доклад. Вы сказали, что быть членом Теософского общества – это большая кармическая удача. Ну, мы также знаем, что с годами в последнее время есть такая тенденция, что число членов Теософского общества снижается. Является ли это каким-либо вызовом, и что, на ваш взгляд, является причиной для этого? Thank you. When the society was founded, we brought for the first time under one roof all of the teachings that were previously hidden. Когда Теософское общество было основано, мы впервые собрали под единой крышей все различные учения, сокрытые до того момента. Therefore, there were a lot of people attracted to the society, particularly with all of our stalwarts, our personalities at that time. So it is natural for there to be a large number in the membership at that time, in the early years. Did you say stalwart personalities? Yes, you know, like Leadbeater, Annie Besson, HPB, Olcott, you know, Sri Ram, all those big personalities were there. Поэтому это было естественно, что был такой расцвет интереса к обществу и его работе, особенно со стороны таких выдающихся личностей, как вот мы знаем Лидбитер, Ширам, Олькот и так далее. And therefore, because the work we've done in the last 145 years, a lot of the teachings, a lot of the framework is well known. So our task is slightly different today, which is focusing on changing oneself, which doesn't appeal to everyone. И поскольку работа, которую общество делало последние, вот эти вот, собственно, 145 лет, была успешной, то многие из учений теософской структуры знаний широко известны. Наша же задача сегодня несколько в другом, то есть в изменении самих себя, а это задача, которая не всем кажется привлекательной. As we've looked at in this session, Theosophy requires of us to take ourselves in hand and, you know, act for the whole, for the one, which means we have to put aside self-interest. A lot of people find that maybe not to their liking, it's not their interest. So going forward, the society will have a small numbers, but as we grow and apply the teachings, I think we'll be up in another upward cycle in terms of numbers. Таким образом, теософия требует от нас, в общем-то, действительно работать для общего блага, оставив в стороне личные интересы. И многие люди находят, что им это не очень нравится, как-то не соответствует их интересам. Поэтому мы сталкиваемся с тем, что количество членов у нас уменьшается, но по мере того, как мы успешно сможем применять эти учения в жизни, я полагаю, что мы выйдем на новый круг, новый цикл, в рамках которого уже нас будет ждать увеличение
количество членов. Thank you very much. Изис, прошу вас. Oh, very good to be with you, Simon. So far away, so close. I know. Lovely to Очень, see you. очень хорошо быть с тобой, Саймон. Так далеко мы, но в то же время так близко. Yes. You talked about the framework of the Teosophical Society helping us to develop ourselves, to grow. Yes. Ты говорил о структуре знаний, которые дает нам Теософское общество, чтобы помочь нам развиваться и расти. My question is, from your point of view, what is the role of the group? What is the growing together of this group, of this Sangha, of this Teosophical Sangha? Мой вопрос в том, какая, на твой взгляд, роль того, чтобы расти вместе, как расти как Теософская Сангха, как общество или как группа? Our first object is about unity, brotherliness. Then we have to act like that. Let us work together, organize, plan, such as we're doing right now all around the world, and have a focus on that. Because, yeah, good. Наша цель, наша главная цель – это братство, поэтому нам следует и действовать таким образом. То есть нам нужно вместе работать, планировать, организовывать, проводить работу, то есть то, как мы, в общем-то, и действуем вместе по всему миру. The fact that I have met Isis 30 years ago, and we are still in contact, bears witness to what we have to do. We have to maintain connections, we have to share in the work, we have to keep in touch, and keep on with the work together, as well as doing our own individual inner work. Тот факт, что вот мы 30 лет назад впервые встретились с Изис и до сих пор поддерживаем связи, в общем-то, как бы является свидетельством того, как надо нам стараться, наверное, поступать. То есть надо поддерживать связи, вместе работать, осуществлять какие-то совместные проекты, в то же время продолжая и индивидуальную внутреннюю работу. I met Svetoslav 3 years in Edya ago, and we're still friends now and for the rest of this time. So in New Zealand, we are working together with all of the lodges to put on programs that binds us all together. Со Святославом мы встретились 3 года назад в Индии, и мы с тех пор дружим и будем дружить дальше. И в Новой Зеландии мы вместе работаем, организовываем совместные программы, которые объединяют людей в совместной работе. And you, Isis, came to Wellington Lodge and did a Christian meditation talk session. Very good. So let us keep working together where we can, physically, digitally, and yeah, things will carry on. Things will work out. Изис приезжала к нам в ложу в Веллингтоне и выступала по теме христианской медитации. Прекрасное выступление было. То есть вот так надо стараться работать вместе, где мы можем, встречаясь физически, где мы можем, встречаясь в цифровом варианте, и все будет хорошо. Мы вместе справимся со всем. Спасибо большое, это очень вдохновляет. Thank you very much. Very inspiring. I'm very happy to be with you all here. We are fortunate in New Zealand. We had our annual convention in Wellington, and we had about 70 members from New Zealand all together. It was very nice to be together physically. 70, you said? Yes. Yes. Я очень счастлив быть с вами. Нам повезло, у нас в Новой Зеландии вот проходит съезд,
и около где-то 70 членов собрались в Веллингтоне. Это здорово. Теософия пришла к нам из подполья. Долгие годы мы не могли изучать источники, но, видимо, в связи с этим нас больше привлекает работа над собой, и мы все еще не можем включиться в общественную работу, в работу общества. Elena thinks that since Theosophy came to us from underground during the Soviet period, it was very difficult and sometimes impossible to study the sources, the books. And because of that, we feel that work on yourself, on self-transformation, is very much appealing. But joint work on the level of society is difficult to join for us. That is hard, and that is the test. It seems then we have to read our own book as opposed to reading some other book and studying and sharing. So it is said that, you do that, Svetoslav, then I'll say something else. So let me check that I understand correctly. There is a balance between reading yourself and reading the books. So like if you're in a situation where you can't do so much work sharing without that information, you have an opportunity to look at your own self, your own book, read your own book. Yes. Если у нас есть возможность делиться с кем-то знаниями, теософскими знаниями, то это очень помогает нам в то же время читать самих себя, читать книгу, которую сами мы представляем. And also, if we do our dharma, do what we can at our own level, in a open-hearted way, in a sincere way, then life, next time round, we may be in a situation where we have more opportunity to share in a way that we can't now. But we have to do what we are doing at our own level where we are. Также, если мы следуем нашей дхарме, исполняем нашу дхарму и делаем, что можем на собственном уровне, с открытым сердцем, то на следующем этапе жизни у нас может быть возможность поделиться большим и сделать такую работу, которую мы не могли делать до этого. And I hope the fact that we can have this meeting online is a way to bridge that barrier that may be not able to be bridged physically at the moment, karmically as well. So. И я надеюсь, что вот эта возможность для нас встречаться онлайн станет таким способом, которым мы сможем пробить барьер, и что, может быть, было невозможно до этого при физических встречах, в том числе исходя из кармы. Спасибо. Да, мы также оцениваем эту возможность как расширение контактов. Yes, we also see this opportunity as a way to widen our contacts. Yes, absolutely. Алексей, прошу вас. Дорогие друзья, добрый день. Я бы хотел поблагодарить нашего брата Саймона от лица Теософского общества в России за прекрасный доклад, за то, что он нашел время и возможность выступить для российских, украинских и других международных теософов. Для нас это очень ценно. Good day, everyone. I would like to thank our brother Simon from the Theosophical Society in Russia for you finding the time to give this wonderful, interesting talk to the Russian Theosophists, to Ukrainian Theosophists, and other international Theosophists. It's very important for us. No, I'm very, very happy to be able to participate. Yeah, great. Я очень счастлив, что есть возможность участвовать. Спасибо. У меня есть небольшой вопрос. Как в жизни Саймона пришла теософия? И является ли он потомственным теософом? И есть ли какие-то события или прочитанные книги,
после которых Саймон понял, что теософия – это его жизненный путь. Well, my question is, how did Theosophy come into your life? And are you like a Theosophist in second generation or the third generation? Are you from the family, the Theosophical family, perhaps? And if you had any books or events in your life that helped you see that Theosophy is your path? Okay, so I'm first generation Theosophist. I came to it this time for myself. Я не потомственный теософ, как бы теософ в первом поколении. I guess a catalyst, shall we say, was my mother passed away when I was 13, and then 10 years later, I'm in the TS. Ну, скажем так, ускорителем, катализатором моего развития в этом плане была смерть моей матери, когда мне было 13 лет, и через 10 лет после этого я вступил в общество. I wanted to answer those questions about life and death. Did consciousness exist beyond the body? So, yeah, go. Я хотел найти ответы на вопросы жизни и смерти, и на вопрос, продолжает ли существовать сознание за пределами физического тела. So I was going into a New Age bookshop, buying books about life after death. Medical doctors were describing what their patients were having out-of-body experiences, so I was reading those books. Я пошел в магазин New Age литературы, покупал там книги, связанные с жизнью и смертью, и в одной из книг там, врачи описывали, какие состояния испытывают люди при околосмертном опыте. The man in the bookshop was a Theosophist, and he did a course, and on that course I met a woman who told me about the Theosophical Society. И человек, который продавал книги, именно the bookseller, Yes, the bookseller. Yes. Продавец книг был теософом, и он сам читал курс лекций. И на этом курсе, куда я записался, я встретил женщину, которая рассказала мне про Теософское общество. And then I went to the HPB Lodge in Auckland, Lodge Hall, and I walked into the library and went, wow. Потом я поехал в ложу Елены Петровны Блаватской в Окленде, вошел в библиотеку и сказал «Вау». I was just a boy at 23. Я был еще мальчиком, мне было 23 года. And the lady, Rose Pollard was her name, the librarian, this old lady was there. И там была старая женщина, пожилая женщина, Роуз Поллард, ее звали, она была библиотекарем. And she asked me if I wanted to join. И она спросила меня, не хочу ли я присоединиться. And I said, sure, because I thought I was joining the library. Я сказал, конечно, потому что я думал, она спрашивает, не хочу ли я присоединиться к библиотеке, записаться в библиотеку. So I joined the society, I filled out a membership form. Так что я присоединился вместо этого к обществу, заполнив форму. So over the years before she passed, I used to joke with her, you swindled me into joining the Theosophical Society. Так что на протяжении многих лет до ее ухода из жизни я все время шутил, что ты меня, так сказать, обманом заманил в общество. And she was a really good sort. And I used to joke with her, at your funeral, I'll say that you told that you swindled me, and she'll say, I won't let you speak at my funeral. What do you mean sword? She was a very good sword. She's a good sort, yeah, happy and jovial, happy, good fun. So I said, yes. Она очень была веселым человеком, поэтому я ей говорил, что на твоих похоронах я скажу, что ты меня обманом заманил в общество. А она мне отвечала, я тебе не дам говорить на моих похоронах. Now, in terms of the significant event, I was reading HPB. I had a series of articles, and in there she said every occultist should read Zanoni.
А в плане серьезных таких событий или книг, которые я прочитал, у меня была подборка статей Елены Петровны Блаватской, и вот в них она говорила, что каждый оккультист должен прочитать Занони. So I started looking for this book. I thought, how will I find this book? Because it was written a long, long time ago. Я стал искать эту книгу и думал, как же я ее найду, она же была написана очень давно. I searched for about 2 months, going into second-hand bookshops. Я два месяца ее искал, ходил по магазинам second-hand, где продаются книги. Now, there was one bookshop I had been in the week before, and it was next to a cafe. И был один магазин, в котором я уже был неделю назад, рядом с кафе. So I had lunch in this cafe, and I walked out, and I walked past the entrance to the bookshop. It was up an alleyway. И вот я пообедал в этом кафе и прошел мимо книжного магазина и шел дальше по улице. And I thought, shall I go in there? Nah. Я подумал, я-то, наверное, не буду туда заходить. Because I'd been there a week before, and there was nothing there. Потому что я там был уже неделю назад, и там ничего не было нового. And then this feeling, intuition came. И потом я почувствовал что-то, как будто интуиция у меня So I turned around and went up there, and there it was for $7. Поэтому я повернулся, пошел в этот магазин и увидел эту книгу за $7. Вот эта книга. 1895 edition. Издание 1895 года. So a very old book. Очень старая книга. And it's the hardest book I've ever read. Это самая сложная книга, которую я когда-либо читал. Very good, very good. Очень хорошая книга. Читать. And then 5 years later, I saw Rhesus. Через 5 лет я встретился с Изис. Спасибо Саймону за интересный доклад, за интересную историю из его жизни. Thank you very much for the interesting story that you told us. В России эта книга известна под именем «Призрак». Ее также тяжело найти. Я сейчас тоже перечитываю Елену Петровну и пытаюсь найти эту книгу в бумажном виде. Ее, к сожалению, тоже не вижу. In Russian, this book is known as Ghost or Spectre, and it's also quite difficult to find. I am rereading articles by HPB, and I'm also trying to find it in the hard copy, but it's rather difficult to do. The Zanoni book? Yes, in Russian. Oh, in Russian, yes. Я хотел тоже пару слов сказать, пока нет желающих. Очень мне понравилось особенно, общее послание выступления, естественно, но меня впечатлили цитаты. Они, по-моему, замечательные, особенно некоторые из них. Я хотел бы это сказать Саймону. Simon, I also want to thank you for the wonderful talk. The main message is wonderful. And I was specifically impressed by the quotations, very good quotations, especially some of them. I will remember this one about Japanese saying, taking to the other show, you also go. Very good. Yes, so thank you. Oh, it's good. It's I mean, Sushma, some of you know my wife. She's currently in the Hamilton Lodge doing a talk tonight. Моя жена Сушма, некоторые из вас ее знают, сейчас в what is the name of the lodge? Sorry, Hamilton. В ложе Hamilton. Она сегодня там будет выступать. And she says it is very good karma to be in the Theosophical Society, so don't waste it. That's what she tells me. И она мне все время говорит, что быть в Теософском обществе — это очень хорошая карма, поэтому не упускай свою возможность. Это она мне все время говорит это. Okay, I share something personal. Okay. Я поделюсь кое-чем личным. One more. Один момент. Two things. Две вещи хочу показать.
Oh, this is Сушма and Изис. Это жена Саймона Сушма на фотографии вместе с Изис. And where are they? In New Zealand? In Auckland, when Isis was in New Zealand 3 years ago, Auckland. Эта фотография была сделана в Окленде, когда Изис 3 года назад туда приезжала. And when I finished my PhD, I went to Adyar to see my mentors. Когда я закончил писать диссертацию, я поехал в Адьяр, чтобы встретиться со своими преподавателями. I was a single bloke with some sandals and some jeans, and that was all. Very, not much. Я был холостой парень, у которого были только сандали, джинсы, в общем, практически ничего не было. 1 week later, I was getting married. Через неделю я уже женился. Как хорошо, когда знаешь теософию и веришь в разумность происходящего. Как хорошо, когда есть осознанность. Вот спокойно все проблемы решаются, все вопросы решаются. Нужно только доверять происходящему, своей карме, дхарме. Прекрасный пример. It's wonderful when you know theosophy and believe in the, the reason behind everything that is happening. So when you are aware of things that are happening, calmly solve all your problems, solve all your questions. So this is a good example. Yes, for me personally, the cosmos, the universe, has been very kind in that sense. I had a hard upbringing, but I was fortunate to come to Theosophy and to be able to see that framework and put things in context. Лично ко мне космос или Вселенная в этом смысле были очень добры. У меня был трудный период воспитания, как так сказать, в детстве, или трудный, в общем, период в детстве у меня был, но потом мне посчастливилось найти вот эту вот структуру теософских знаний и с помощью нее понять все, что происходит. And the reward for good work is more work. А наградой за хорошую работу является еще большее количество работы. My old mentor, Conrad Jamieson, who died in Adyar, at one time he was the international secretary. What is the name again, sorry? Conrad Jamieson. Конрад Джемисон. Мой наставник Конрад Джемисон, который был в Адьяре и работал, одно время служил международным секретарем. And someone said to him, "Oh, you're moving up the ladder." И ему кто-то сказал: "О, вы двигаетесь вверх по служебной лестнице." And he said, "No, it's just more work." Он сказал: "Нет, просто у меня еще больше работы теперь." Yes, he was a fine man, fine man. Был очень хорошим человеком. He had a good karma of dying in Adyar. И у него была хорошая карма, потому что он смог умереть в Адьяре. Может, наши украинские друзья пару слов скажут? Светлана Осифовна, Наталья Ивановна. Some words from our Ukrainian friends. Светлана Осифовна прислала в чате. Прочти, пожалуйста, Святослав. Svetlana from Ukraine wrote in the chat, "Thank you, dear Simon, for inspiring talk. And thank you for Святослав for your service." Светлана Гавленко написала в чате: "Спасибо, дорогой Саймон, за вдохновляющее выступление, и спасибо Святославу за служение." Thank you. Thank you. Мне тоже хотелось привлечь внимание к тем цитатам, которые, но об этом уже сказал Святослав. И тем не менее хочу вот просто совершенно такую замечательную вещь, о которой мы говорим редко. Не свобода для себя, а свобода от себя. Сегодня такой удачный день, что во время медитации мы тоже говорили об этом. I would also like to draw your attention, to attract your attention to the quotations. But Svetoslav already mentioned that. Still, there is one that I want to highlight. Something we rarely talk about is, as you said, not freedom for yourself, but freedom from yourself. And
It's very fortunate that today at our meditation session in the morning, that's exactly what we were discussing. Часто ли удается побыть в освобождении от своей личности? Или в связи с работой нет времени на то, чтобы заниматься внутренней работой? Do you have enough time to do some inner work? Do you have enough time from the external work that you do? That is always the issue. At times, I feel I have more energy than at other times. Ну да, это всегда, конечно, вопрос такой, который встает. Иногда мне кажется, что у меня больше энергии, иногда меньше сил. I mean, this is the test in the outer world. Being able to integrate one's spiritual practice as part of, the daily grind, the daily things we have to do. In contrast to being in an ashram where it's nice and peaceful and quiet. Это такой вызов, с которым мы встречаемся в нашей внешней жизни, да, то есть как суметь интегрировать свой духовный рост и те дела, которые мы должны делать каждый день в нашем окружении, потому что мы, конечно, не в ашраме находимся, где все замечательно, мирно и очень способствует. Tomorrow is Sunday, and it will be a nice, quiet, peaceful time because my wife is away, so I can relax and read a book and think. Завтра будет воскресенье, такое хорошее, доброе, спокойное время, потому что жена уехала. Можно будет почитать книгу, расслабиться, поразмыслить. Я точно знаю, что именно жена двигатель прогресса. I know for sure that it is the wife that is the engine of the progress. Correct. She is always right. Она всегда права. Не знаю, как я буду относиться к этому, как я относилась бы к этому, если бы воплотилась мужчиной, но сейчас я уверена в женщинах. Конечно, да. I don't know what I would feel if I was born as a man, but for now, that's what I feel. Very, very sure. Yeah, I'm sure I was a woman last time round, and one of my colleagues said to me, "Well, why would you want to come back as a man?" Sorry, can you repeat it? Sorry. Okay, so like in my last incarnation, I felt I was a woman. Mm-hmm. So one of my woman colleagues said to me, Yes. Well, why would you want to come back as a man? Я уверен, что в прошлом воплощении я был женщиной, и поэтому одна из моих коллег сказала мне, почему ты вообще мог захотеть воплотиться мужчиной? Ну, карма, да. Карма. Karma doesn't ask much, perhaps. Алексей, прошу вас. Да. Марина руку тянет, я позже задам вопрос. Мариночка. Огромное спасибо за представленный материал. Вопрос у меня такой. Саймон, вас представили как доктора экспериментальной психологии и социолога. Вопрос заключается вот в чем. Как работы Елены Петровны Блаватской, связанные с психологией и с вашими исследованиями в этой области, коррелируются? Что-то новое вы можете нам рассказать? Simon, huge thanks for the very interesting talk, for the material that you presented. My question is this: you were presented as a PhD in experimental psychologist, and it was said that you work as social scientist. So my question is, how does theosophical framework, writings by HPB and others help you in your work, perhaps? There's no direct correlation between my thesis, my subject matter, and what I do in terms of content. Между содержанием моей диссертации и содержанием моей работы нет прямого соотношения, прямой связи. However, the skills that I learned, researched, being able to think, I can apply to my work. Однако те навыки, которые я получил, навыки исследования и способность
размышлять, вот они мне помогают в моей работе. So my current work, projects at work, I'm working on strategy for the organization. So all of the departments work together in an aligned fashion. Моя текущая работа связана с проектом, значит, с стратегией, с планированием, с организацией работы компании, где все отделы компании сходятся воедино, чтобы вместе планировать и работать. When I was doing my PhD, I thought, yes, I would become an academic, a mad professor. Когда я писал диссертацию, я думал, что да, я стану академиком, сумасшедшим профессором. Then I went to India and my life took a totally different direction. Потом я поехал в Индию, и моя жизнь круто изменила траекторию. So I used my research skills in my profession, and yeah. Так что, но вот свои исследовательские навыки, их я использую в моей профессии. But I still have an interest in the experimental psychology and the time perception literature. Но у меня по-прежнему большой интерес к экспериментальной психологии и к литературе, связанной с восприятием времени. Which does correlate with Theosophy, as I said in my talk. А это соотносится с Теософией, как я упомянул в своем выступлении. Because if the mind is the problem living in time, then behavioral psychology actually can show that this is the case at the material level. И если мы говорим о том, что ум — наш источник проблем, да, и он живет во времени, между прошлым и будущим, как Саймон говорил, то поведенческая психология на самом деле демонстрирует, что это так на физическом плане, на физическом уровне. When we don't get what we want, when we expect to get it, time will drag. Если мы не получаем того, чего хотим, или того, чего мы ожидаем получить, то время для нас растягивается. So the trick is not to have expectations and to live in the moment. Так что трюк заключается в том, чтобы не иметь ожиданий и жить в настоящем моменте. Which is what Theosophy teaches, which is great. И это то, что нам, чему нас учит Теософия, и это прекрасно. It wouldn't be any good for me to be going, oh, when is this over? No, just be here and now. Для меня было бы совсем не здорово, если бы я все время думал, когда же это закончится, когда же это закончится. Нет, надо просто быть в настоящем моменте сейчас. And this is why I like Eastern mysticism, even Christian mysticism, because all the mystics at the deepest level are all saying the same thing. Вот почему мне нравится восточный мистицизм, да, и христианский мистицизм тоже, потому что все мистики на самом глубоком уровне всегда говорили одно и то же во все времена. Ramana Maharshi, Indian sage, he famously said, "There are no others." Рамана Махарши, известный индийский мудрец, сказал: нет никаких других. Of course, that is a great level of consciousness, a great level of awareness and insight and understanding, which we will, all attain. Конечно, это такой великий уровень сознания, великий уровень осознанности и видения, который мы однажды все достигнем. When I was a young president in the Hamilton Lodge, we had a visiting speaker, and he was doing a talk on Krishnamurti, and he told us Krishnamurti is a big mystic, but we have to become mini mystics. Когда я был молодым президентом ложи в Хэмилтоне, приехал к нам один выступающий, который читал лекцию про Кришнамурти, и он сказал, что он был таким великим мистиком, а мы должны стать мини-мистиками. Wherever we are at our level is where we are, and there's only the level above or the level below. So we just have to do what we can do at our level, and then one day we'll find ourselves at a different level.
То есть мы находимся, мы живем на том уровне, на котором мы находимся, и у нас есть как бы ступень, уровень, который на один шаг выше, и уровень, который на один шаг ниже. Если мы делаем то, что мы должны, то, что в наших силах, то однажды мы найдем, что, оказывается, поднялись на более высокую ступень. And if we don't have that self-interest, then we have no fear of death. Если у нас нет как бы личных мотивов, такой вот завязанности на себе, то у нас нет страха смерти. Socrates, when he was dying, they asked him, "Are you afraid of death?" And he said, "No, because I've died. I have nothing to keep me here." He hadn't been acting selfishly, so he was not afraid of death. Когда Сократ, например, собирался выпить яд, его спрашивали: "Ты боишься смерти?" Он говорил: "Нет, потому что я давно как бы освободился от всего личного, и нет ничего, что меня здесь держало". Поэтому у него он действовал бескорыстно, безлично, так сказать, поэтому в нем не было страха смерти. May I share some inner experience I had when I was 24 in the society? Вы не против? Я поделюсь неким внутренним опытом, который у меня был, когда мне было 24 года. So, one morning, I was Sunday morning, looking at the sea, wondering how will I know how to live? How will I know what to do? Однажды я смотрел на море, было воскресное утро, и я думал, как же мне понять, как мне прожить, как мне жить правильно. Then quietly, I was lying quietly, and then this intuition came, and I had these images in my mind. Потом я тихо присел или прилег, и ко мне, как бы во мне пробудилась интуиция, и я начал видеть некие образы. And it was the answer, and I wrote it out in a poem. In a poem. Yeah, I wrote it as a poem, all these images. Yes, yes. И эти ответы, которые пришли в форме образов, я записал в виде стихотворения. However, I didn't write it. My hand wrote it, but it came from up there. Но как бы я не автор этого стихотворения. Моя рука его записала, но как бы образы и слова пришли свыше. Are you happy if I recite it? Yes, please, slowly. Okay. Yes. Looking within, fear greets my gaze, retreat. Смотря, я попытаюсь перевести, смотря внутрь, я сталкиваюсь со страхом, который говорит мне: отступай. Worldly morality, meaningless to me, the relentless hunter, allowing no escape. Мирская нравственность подобна такому безжалостному охотнику, от которого нигде не спастись. И для меня это не имеет смысла. Directions, of course, and eagerly I look. Oh, sorry. At the crossroads, and choice confronts me. На перепутье я сталкиваюсь с выбором. A sandstorm rages directly where I stand. Say again. Sandstorm Yes, rages. sandstorm rages directly. Такой песчаная буря бушует прямо на том месте, где я стою. To remain here is to die. Остаться на этом месте значит умереть. Directions, of course, and eagerly I look. Like directions. Есть некие указания пути, и я смотрю на них с большим предвкушением, с большой готовностью, с большим желанием. Behind the grasses, almost hidden, reclines the solitary signpost. И за травой скрыт, почти совершенно скрыт от меня такой наклонившийся указатель пути. Reeling in horror, my dreams and hope shattered. В ужасе мои
надежды, your dreams and hopes. Yes, dreams and hopes. Мои мечты и надежды разбиты на осколки. There are only two words which read, look within. На нем написано только два слова, смотри внутрь. So, when I went to Asia, first time, 94, 95, Silvia Sanchez Ortega from Spain was working in the editorial office. What's the name? Sorry. Silvia Sanchez Ortega. So Silvia Ortega. Member from Spain. Yes. Когда я поехал в Адьяр первый раз в 1994-1995 году, то там была женщина, которая работала в издательстве из Испании, ее зовут Сильвия. So she wrote out the poem for me, which I took home to New Zealand. Она для меня написала это стихотворение, и я отвез его к себе в Новую Зеландию. But I had to go and buy a whole lot of toilet rolls, take off the toilet paper, and take them all up to roll it up and carry it. What do you mean? Sorry. So like a carry, you know, toilet rolls. No. It's all right. Okay, I'll show you the poem. Okay. All right. So, сейчас он покажет нам это стихотворение. This is what Sylvia did for me. See? Вот это стихотворение, которое Сильвия для меня написала. Like her, see the pictures? Yes. Very nice. Здорово. So that was done in 1995. She framed. Это было написано в 95 году. So all of our theosophical connections and our experiences are with us always. Так что все наши теософские переживания, наш теософский опыт и наши связи, они навсегда остаются с нами. You will be pleased to know Svetoslav is on my desktop. Yes, I was amazed and very pleased. Now I keep the photo of your desktop on my desktop, just to look sometimes, you know, and feel better. Саймон говорит, что будет вам, может, интересно узнать, что фотография Святослава у меня на рабочем столе. Я им говорю, что я был изумлен об этом узнать. Я теперь храню фотографию этого рабочего стола на своем рабочем столе, как файл висит, чтобы иногда смотреть туда и получать приятные ощущения, эмоции. And also in Asia, I saw Isis and Svetoslav. И все время видел он, как мы в Адьяре с Изис постоянно разговаривали, общались все время. So one day I will get to Russia. And yes, it's a great plan. Do come. We are looking forward. Maybe 5 years when everything calms down. Однажды я приеду в Россию. Я говорю, отличный план, обязательно приезжай. Он говорит, может, через 5 лет, когда все успокоится. Great. It's really, really nice to be able to engage. Очень прекрасно вот участвовать. And Isis, is the sun coming up yet? У Изис там солнце встает или нет? Еще интересно. Еще нет. Спасибо большое. Мне вообще с детства казалось, что каким образом люди пишут стихи, картины или еще что-то. Они подсматривают куда-то вот высоко-высоко, там видят это все прекрасно, и потом пытаются здесь нарисовать. Как меня не пытались убедить, что природа творчества совсем другая, я осталась при своем мнении. Thank you very much. Since I was a child, I was sure that when people write poetry or maybe music or paint, how do they do it? They peep somewhere very high and they try to manifest it on this level. And people trying to convince me to persuade me that the nature of creative process is different, but still I was sure that it was like that. It's interesting. Yeah.
Jeffrey Hodgson, in his book The Seven Human Temperaments, called poetry mental music. Это очень интересно. Джеффри Ходсон в своей книге «Семь Human Temperaments. «Семь темпераментов человека» писал, что поэзия — это музыка ума. Music of the mind, yes. Yeah, mental music. Yeah. Музыка. And that's, for me, that's my kind of art, poetry. И для меня это вот такая сердечная поэзия. И всегда интересно был еще один момент, это творчество жизни. И именно тогда, когда я начала читать статьи Елены Петровны Блаватской, я увидела у нее такой афоризм: теософия — это наука жизни, это искусство жить. There is also a moment of creativity of life. So when I started reading articles by HPB, I saw an aphorism that she has. Theosophy is the science of life and art of living. Сегодня мы как раз увидели и творчество жизни, и можем говорить об этом, и как это называется? Теософ, я забыла русское слово. А что оно означает? Да, сейчас я пытаюсь найти, где у меня это написано. Дает метод познания, схему познания. Вы имеете в виду сегодняшнее выступление, да? Мы можем... Там прям вот четко некоторая программа, да? Теософское общество поддерживает эту программу, и сегодня мы услышали эту программу. Вот, программу изучения теософии. Структура, наверное, да? Структура знания вот этого. Да. Helena says that, well, today we saw like an example of art of living, and so we can talk about it. And that Theosophical Society gives this structure, as you say, this framework. And today we saw it implemented in your case. И отдельное спасибо за то, что вы напомнили о времени. Потому что вот эта нетерпеливость, когда мы хотим все здесь и сейчас сделать, и у нас не получается, и это является причиной некоторых страданий и, собственно, ошибкой. Но существует не только то время, которое мы живем здесь, но и то время, которое будет в будущих воплощениях. Об этом мы вообще не думаем. And thank you especially for reminding us about time, because we have this impatience very often where we want to accomplish everything now, and of course we fail, and it is the cause of certain suffering, and it is a mistake, because, well, there is not only the time where we live, there will also be time of future incarnations, and we never think about it at all. Yeah, the great thing about Theosophy, it does put things in perspective. But of course, it's always in the application. So the cause and the implication? No, the application. So it's like we've got this framework, but it's applying it. And you can only do what you can do where you are, because that's all there is. То, что замечательно в теософии, это то, что она дает такой большой взгляд, большую перспективу. И мы понимаем, как можно применять все эти знания, потому что мы можем делать, что для нас возможно только там, где мы находимся, потому что больше просто ничего нет. And you may engage or meet various people. Some of them might drive you up the wall. But if we're true to ourselves, then they will stay in our life only as long as necessary. And then something else will come. На нашем жизненном пути мы можем встречать разных людей. Некоторые могут на нас как-то негативно влиять, может быть. Но если мы верны себе,
то они останутся в нашей жизни только лишь столько, сколько необходимо. И мы будем встречаться в то же время и после этого с другими, с положительными людьми. I give an example. I used to work as part of my work. I had a colleague, also PhD, psychology. We were arguing about methodology for a week, 2 weeks in the office. Вот у меня пример такой есть. Один из моих коллег, тоже он доктор наук, тоже психология, и мы все время спорили. Каждый день мы спорили неделю за неделей в нашем офисе по методологии. Very stressful. I was, going home in the morning, coming to work. I was meditating, applying my theosophy, trying not to react. И каждый день я дома медитировал, приходил на работу, старался сохранять это состояние, старался не реагировать. My manager, who didn't have the expertise, couldn't solve the problem between us. А наш менеджер, может, руководитель, которого не было достаточно способностей к этому, он не мог решить вот этот наш конфликт между нами двумя. So I remained still doing best that I could, and then eventually he left the office out of my life. И я оставался в спокойном состоянии, продолжал делать то, что нужно, старался не реагировать, и в конце концов он покинул нашу организацию и мою жизнь. So, we just have to stay focused, do what we need to do, and things will come and things will go. Так что нам нужно сохранять сосредоточенность, продолжать делать то, что мы должны делать, и все произойдет как надо. То, что нужно, придет к нам, а то, что нужно, уйдет. Да. Алексей, ты хотел еще что-то сказать? Конечно, нет. Я хотел Саймону еще вопрос задать. Да, было бы чудесно, если бы Саймон поделился информацией, какие проекты, какие события вообще проводят Теософское общество в Новой Зеландии, еженедельное, ежегодное. Второй вопрос. Есть ли такое понятие, как школа теософии в Новой Зеландии? И третий небольшой вопрос. Как у них построено обучение тех людей, которые делают первые шаги в теософии, которые только пришли в Теософское общество? Alexei has 3 questions. First question is, could you share something about the projects that the TS in New Zealand has, maybe some events on weekly basis, on the yearly basis, such things? Okay, so we're trying to have a more integrated series of events throughout the country. Мы стараемся наладить такую целостную систему работы из мероприятий по всей стране. So in January, last month we had our annual convention, which happens annually once a year in different parts of the country. В прошлом месяце, в январе, у нас был ежегодный съезд, который происходит у нас в разных частях страны каждый год. To complement that, we have events at our national headquarters, and maybe 2 or 3 times a year we might have a school of theosophy, for example. School of Theosophy, how often? Yes, so we might have 2 or 3 events at the national office throughout the year. One of them is like a school of theosophy. Another one is having an introductory immersion weekend for the newer members, for example. И, значит, в дополнение к этому у нас есть на национальном уровне в штаб-квартире происходит 2-3 раза в году разные мероприятия. Одно из них — это школа Теософии, а другое — это вот такое вступительное мероприятие для молодых теософов, новых членов. We also have regional events. So New Zealand is broken up into 3 regions: Northern, Central, and Southern. Также у нас есть региональные мероприятия. Новая Зеландия поделена на 3 региона: северная, центральная и южная часть. So I'm in the central region in Wellington, and there are 5 lodges. Я нахожусь
в центральном регионе, в Веллингтоне, у нас здесь 5 лож. So we have all been working for the last 18 months more closely to have regional events on an ongoing basis. И мы вместе упорно работали последние 18 месяцев, чтобы на регулярной основе проводить наши региональные мероприятия. It's been very successful. In some events, we've had like 33 people. Very nice. Это была очень успешная работа, и на некоторых мероприятиях у нас присутствовало, например, 33 человека. Очень здорово. And then at our local level, at our branches, we are having our members meetings and our study courses and our open public nights. А на локальном уровне в наших ложах у нас происходят встречи членов, учебные курсы и открытые вечера для общественности. So we're also having national speakers, visiting speakers coming to the lodge as well. For example, our national president is coming to Wellington in June. И у нас также бывает посещение национальных лекторов. Например, вот в июне в Веллингтон приедет национальный президент. And like, as I said, my wife is in Hamilton Lodge this weekend doing talks too. И, как я уже упомянул, например, моя жена сейчас в ложе Хэмилтон, где она тоже будет выступать. Which is in the northern region, so she's helping them out. А это в северном регионе, она им там помогает сейчас. So we're trying to work. What I want to do as a governance board member is to drive more collaboration and organization across the country. Так что вот то, что мы пытаемся делать, и то, что я пытаюсь сделать как член вот этого вот совета руководящего, да, органа, пытаемся наладить координацию и коллективную работу на территории всей страны. But it can be hard because not everyone wants to change their point of view. Но это может быть трудным иногда, потому что совсем не все хотят менять свою точку зрения. There is a great trilogy of books, theosophical books by Cyril Scott called the Initiate Series. Есть замечательная трилогия книг Сирила Скотта. What's the name? The Initiate Series. Initiate series. Yeah. Initiate like a person who was initiated? Initiate. Or like beginning? Questions of a Great Soul. Like there's 3 books. It's a trilogy. It's called the Initiate. Hang on. What does it mean, initiate, in this context, Simon? Okay, so he's talking about the Mahatmas are out in the Western world, just like they are in the Himalayas. And the name is again Initiate. Okay, so like this is the third one here. This is the third one. Все понятно. Посвященный. Да, это, например, 3-я книга из этой трилогии, посвященный в темном цикле. Yeah. So this is the third one. Это 3-я. Есть еще 2 такие. Серия книг, посвященный. So he's talking about the Mahatmas in the Western world, and this Mahatma had a hobby which was changing people's points of view. Он говорит о махатмах в западном мире, и у этих махатм есть хобби — менять точку зрения людей. But the great thing was he had to do it one-on-one at the physical level because their mental shells were so hard, he couldn't do it super physically at the inner levels. He had to come down and talk to them one-on-one. И замечательно тут, например, то, что махатмам приходилось делать это лично, один на один. Потому что вот эти ментальные барьеры и ментальные, как бы, вот эта скорлупа, настолько она крепкая, что на сверхфизическом плане это сделать было невозможно. Ему приходилось спускаться, встречаться один на один и общаться. So at my governance board level work, I'm learning patience. Так что, работая вот в правлении в Теософском обществе, в этом совете, я учусь терпению. Yes, and that's the great thing with the framework of Theosophy. Wherever we are, there's something to learn if we can be open to whatever the situation is and experience. И замечательно, что вот благодаря нашей теософской системе знаний
В какой бы ситуации мы ни находились, мы всегда можем найти чему научиться. So, and essentially that's across the board, everything. Work, in your marriage, in your work at Theosophy, everything. And remember what Annie Besant said. Конечно, это так во всем. И в работе, и в браке, и в теософской работе. И вспомните, что сказала Анни Бесант. Annie Besant said, if you want to learn brotherhood, then get on a committee. Анни Бесант сказала, если вы хотите научиться братству, то вступай в комитет. And she is right. И она права. I think the American Eckhart Tolle, he wrote The Power of Now. He is a contemporary sage, mystic. Есть такой Экхарт Толле, который написал книгу «Сила сейчас». И он такой современный мудрец и мистик. He said spiritual organizations are the worst for politics. И он сказал, что духовные организации – самое плохое для политики. Thus, it's great karma to be in the TS because we have to look at ourselves and change. If we can, change our point of view. И поэтому прекрасно, что мы можем быть в Теософском обществе. Это прекрасная карма, потому что мы можем увидеть себя со стороны и измениться. There's always someone to poke us. Всегда есть кто-то, кто нас пхнет со стороны, чтобы мы задумались. So there was the second question. Is there a school of Theosophy in New Zealand? Yes, so there will be a school of Theosophy this year. I think it'll be around June, July. And I think it's going to be on the Mahatma letters. Ну, Теософия, значит, да, школа Теософии есть у нас. В этом году она будет проходить в июне, в июле. И мне кажется, она будет посвящена письмам Махатмы. Yes, our national president will be taking it. И наш национальный президент будет вести эту школу. So we're very fortunate to actually come together physically and study, which is good. And we will be organising events in Wellington Lodge. There's a regional event in May, and it's on Jeffrey Hodson. И да, нам очень повезло, что мы можем физически собраться и вместе изучать. А в ложе Веллингтон в мае будет региональное мероприятие. So it will be based on Jeffrey Hodson. Yes, yes. И оно будет посвящено работам Джеффри Hodson. Two of our members worked with Jeffrey Hodson. They must be in their 70s now. So they're going to talk about their experience working with him. Два наших члена работали с Джеффри Ходсоном. Им сейчас, наверное, что-то 70 с чем-то, и они будут рассказывать вот о своем опыте работы с ним. Because we realize these people won't be with us for long at one time. One of our members passed away about a month ago, and she worked, Bernice Croft, she worked as the secretary to Работает for 10 years, international president. Потому что мы осознали, что эти люди не будут с нами очень долго. И, например, a year ago or a month ago she passed away. 1 month ago she passed. Месяц назад нас покинула одна наша, значит, женщина-теософ, Берни Крафт, по-моему, ее звали, и она работала как международный секретарь с Радхой Берне на протяжении 10 лет. So we want to make the most of these members who have this knowledge, so we can share it with the next generation. So we're having this session on Jeffrey Hodson in May. Так что мы хотим, чтобы эти теософы передали, как бы, ну, чтобы мы смогли воспользоваться этой возможностью, и эти члены нашего общества передали свой опыт следующим поколениям. Поэтому вот у нас будет в мае мероприятие, посвященное Джеффри Ходсону. For myself, when I joined the society, I met a man who was about 83. His name was Matt Van Thiel, and he drove a Leadbeater around in Sydney as a boy when he was 16, 17. What's his name again? Sorry. Matt Van Thiel. Matt Van Thiel. Когда я сам вступил
в общество я встретил одного человека, которого звали Мегвентил, который, когда ему было 16-17 лет, возил по Новой Зеландии ледбитера. So it's very important to have those connections with those older members to get their experience. So I was very fortunate that I'd met someone who knew C.W. Leadbeater. Very fortunate. Так что очень важно сохранять связи с вот этими более старшими, с пожилыми членами общества, чтобы перенять их опыт. И мне повезло, что я вот, например, видел человека, который видел Ледбитера. So I asked him about him, and he said that Leadbeater was a very nice man, very open-hearted, very sincere. Я его спросил тогда про Ледбитера, и он мне сказал, что он был очень таким добрым, милым человеком, с открытым сердцем и очень искренним. So also as a young man who knows nothing, I asked him about the occult powers and Leadbeater. А также, будучи в тот момент таким молодым человеком, который ничего не знал еще, я его спросил про оккультные силы Ледбитера. And Matt said to me, "Oh no, I did not ask anything like that." И он мне тогда ответил: нет, я ничего такого у него не спрашивал. I mean, he was only 16 at the time. Ему самому было тогда всего 16. But also the great thing, when I was a young president in the Hamilton Lodge, our international president Rada Bernier come. Еще однажды, когда я был молодым президентом в ложе In what lodge? The national president? Hamilton. В ложе Hamilton к нам приехала международный президент Радха Бернье. And I had to introduce her to do a public talk, which was nice. И мне нужно было ее представить перед ее выступлением. So I was this young man sitting with the international president in the library, waiting to introduce her while everyone else was in the main hall talking. Так что я сидел в библиотеке с международным президентом, будучи самым молодым человеком, и ждал момента, когда мне нужно будет ее представить, в то время как все остальные были в главном зале, общались. And I am talking non-stop about Krishnamurti and whom she knows and has met, and looking at me like, okay. Я все время говорил и рассказывал про Кришнамурти, рассуждал про человека, которого она встречала и хорошо знала. И она на меня смотрела, да, хорошо. So, I'm a young man who knows nothing, so she's very patient with me, and didn't say anything untoward. And then I went and introduced her and did the talk. But I think about that now and think, my God, I knew nothing, I'm just crazy. Так что я был тем молодым человеком, который ничего не знал, но она ничего мне не сказала, как так неприятного или еще чего-то такого. Вот, и я представил ее, она выступила, и все было хорошо, но теперь я, вспоминая этот момент, думаю, боже мой. These are the experiences you remember in the theosophical life. Вот такие опыты, конечно, в теософской жизни мы запоминаем. For example, when I met Evgenia and Vladimir and Svetoslav, 3 days before Svetoslav came, we were communicating, but without language. Amazing. Например, когда мы были в воде, я встретил сначала Владимира и Евгению, которые были там, а Святослав приехал на 3 дня позже, и мы общались без слов каким-то образом. Вот мы находили общий язык, было удивительно. So I hope one day we can talk in the flesh. Yes. Okay? Так что я надеюсь, что однажды мы сможем пообщаться вживую. Although I did hear that. Если можно, мой последний вопрос про обучение. Simon, Alexei also had one more question about the system of training for young theosophists, the new members that come. Is there a kind of school for them, special course for beginners? There's no specific course at the moment. What we have done is, for example, sponsor some of the younger members to go to Adyar. I myself got sponsored to go to Adyar when I was 28.
Такого специального курса как бы нет на настоящий момент, но, например, мы помогаем молодым членам, новым членам общества поехать в АДЕР. Мы их спонсируем, их поездку в АДЕР. И так и со мной было, когда мне было 28, я поехал в АДЕР благодаря этому. We do encourage them to get together and meet. And if they want any instruction from the senior members, then they're most welcome to organize that. Также мы поощряем их встречаться, если они хотят. А также, если они, вернее, мы их поощряем встречаться и общаться, если они хотят получать какие-то наставления от более опытных членов, то тоже мы очень это приветствуем и организуем. At our annual convention in Wellington, all the young people got together and had a meeting and started planning and organizing things. На нашей, значит, нашем национальном съезде ежегодно молодые члены собираются, у них свое обсуждение, и они планируют работу на будущий период. So each individual lodge may do something for their own young members. We have that in Wellington, where we're studying with the younger members and you know, to answer any questions that they have and just keep in touch, go to a cafe, that type of thing. Каждая ложа может сделать что-то сама для своих молодых членов. Например, вот в Веллингтоне у нас проходит встреча молодых членов. Мы, значит, если у них есть какие-то вопросы, мы на них отвечаем. Потом, значит, можем там сходить в кафе, чтобы люди общались и так далее. Yeah, essentially keeping in touch with them, encourage them to come to the lodge is good because you have all the generations. You have the older members, the middle generations, and the younger members all coming together. And what we found that is quite beneficial for everyone, particularly the young ones. Ну, то есть, по сути, надо их как бы сохранять с ними связь, поддерживать контакт, поощрять их приходить в ложи. На встречу это очень хорошо, потому что у нас есть в ложах и более старшее поколение, среднее поколение, и когда молодые тоже присоединяются, юные члены, то мы находим, что это очень полезно и для, в общем-то, для всех, и особенно для молодых членов. Yeah, ultimately, though, it is up to the young to organize themselves and attract the young, bring their friends along. You know, that's when I was a leader of the Young Theosophists in Edinburgh. We organized an international magazine. We kept in touch. It was all paper-based back then. So, yeah, it is the young who attract the young. В общем-то, это дело молодых, как бы самоорганизовываться и привлекать других молодых членов, приводить с собой друзей. Когда я был лидером молодых теософов в Адере, мы организовали журнал, который был в бумажном виде в то время. То есть вот это задача для молодых — привлекать молодежь. Хорошо, хорошая идея. Очень ценный опыт. Спасибо большое. Very good idea, very valuable experience. Thank you very much.